9 мая, День Победы. Этой ночью было немножко теплее, 3,6 градуса я смотрел. Вот у меня есть термометр. Сейчас он показывает 11,1. Сварил я компот вчера в этом котелке. Костер горел, не догорел, я разбросал. Хорошая такая погодка. Надеюсь, и завтра будет такая же. Потому что я собираюсь завтра отсюда уехать. Поехать дальше. Посмотреть там что-нибудь. А на завтрак у меня вот что. Это рыба. Вчера я пожарил, но есть уже не стал, потому что я наелся ухи, самой рыбы этой вареной из ухи, и уже мне было ни до чего. Вот сейчас буду разогревать на газу ее, поем, попью компот, ну и буду отдыхать, приходить в себя. Уже чувствую, что вот это вот состояние первого дня, когда вот второго, точнее, даже, наверное, сказать, когда все тело ломит, тяжело, уже вроде как проходит. Ну вот как раз завтра я надеюсь обрести нормальную форму физическую и поехать куда-то там подальше, на север. Вот туда, вот сначала тут выплыть, а потом вот в том направлении приблизительно, как вот за палатку туда, вдоль берега острова. Вот это вот то, что через пролив, это основной остров Хачин. Я нахожусь на острове, который, оказывается, называется остров Тищенко. На картах я посмотрел, так он называется. Ну, он сейчас отделен такой заболоченной местностью. На лодке там не проплыть. А в конце лета он практически соединяется с основным островом. Сейчас весна, воды много. Наверное, 1,5 метра поднялась, так я думаю. Поэтому это остров. Маленький остров. Тут елка растет. Вот, так что еще сегодня дрова есть. Там еще я спилил один ствол. Может, притащу. Это вот мелочь всякая, хворост для печки, для разжигания костра. Готовлю в основном на печке, на газу только либо чай, либо разогреваю.
Вот пришел я в такое место, где сосновые ветки лежат. Веревку взял с собой. Вот плохо, что она серая, ее в траве очень плохо видно. Все вещи походные должны быть яркие, заметные. Вот, это сосновые ветви, не знаю, что они тут отломились, попадали от какой-то. Вот от этой, наверное, сосны. Вот от такой. Попадали они все. Лагерь мой вот в той стороне. Недалеко. И вот сейчас я хочу подготовить их к транспортировке. Кстати, тут вот есть еще вот такие бревна. Такие вот там вот тоже здоровые. Но это надо пилить долго. Мучиться с ним. Сейчас быстренько мачете порублю ветки вот эти. И туда потащу. Для костра это нормально, сырая сосна. Почему они отломились? Может, здесь ураган какой был? Вон, кстати, вон видно где. Вот там. Ну, в общем, будем рубить их. Сечь немилосердно. А везде во всяких развилках птичьи гнезда. Вот там вот. Вот дупло есть тут. Место такое. Комары появились сегодня. Вот сегодня 9 мая 2023 года. День Победы. И сегодня появились комары. Да столько много. Прям непонятно, откуда они взялись. Вот, кстати, еще покажу вам, друзья, гнездо. Места тут глухие. Вот. Вот это гнездо. Какая птица уж там жила, это неизвестно. Я в птицах очень слабо разбираюсь. Но такое-то она сделала гнездо. Вот пожгу вот это. Еще у меня там дрова кое-какие сухие, совсем для вечера. И будет хорошо. Вон береза какая. Прям как карельская. Вся искривлена. Может, это она и есть. Кто знает. Вот такая березка. А это я в первый день тут пилил. Отпилил быстренько. Кинул в огонь. Тяжело был, устал. А это вот такую, я думаю, вот это сегодня все пожечь. Ну, хвою, наверное, не потащу туда. Зачем нужна она? У нее толку нет. А сами стволы вот сейчас порублю и туда.
Ну вот, долго ли, коротко ли, ну, в общем, недолго. Все ветки с помощью мачете подготовлены и перерублены. Еще раз убеждаюсь, насколько же это полезный и нужный инструмент. Вот туда вот пойду тащить. Нормально тут так дров. Очень нахальные птицы тут. Пока я отсутствовал, палатка была открыта. И вот они залетели и оставили тут следы своей жизнедеятельности. Прям на печь справили свою птичью нужду. Там вот продукты лежат. Так, вкратце расскажу. Вот в том мешке, там вон картошка видна, капуста, чеснок и лук. Вот такие овощные вещи. В следующем находится 4 пачки яиц. И там еще макароны лежат. Далее такой мешок с крупами. Там гречка, рис. Ну, правда, там еще 2 упаковки конфет и мука. А далее мешок вот этот синий такой. Он с всякими там продуктами типа масла, майонез, сыр. Вот такое. Пока ничего из этого я особо не ел. Потому что щучья диета у меня происходит. Появились комары. Сегодня вот впервые. Вот они сидят. Много их. Ходил там, добывал дрова. Комаров много. Все-таки искорки летят. Надо будет потом ремонтировать. Вот. Вот там вот есть небольшие повреждения. Но ничего. Это не страшно, это легко чинится. Сейчас уже тепло. Возможно, на следующей стоянке печь я установлю вне палатки. Потому что уже смысла в этом большого нет. Вот хорошо с маленькой внутрянкой. Вот так вот. Образуется как бы зона такая, где вот печь, то все всякое тут происходит. И там отдельное помещение для сна. Лодка под действием тепла надулась. Хотя я приспускал. Сейчас, может, отнесу ее туда, ближе к воде. А вот этот пакет с шишками заготовил для печи. Ну и вот тут вот я сижу. Радио, ну сейчас оно не поет. Радио, потому что надо ему отдых дать. Тоже, что ж петь-то все время. Вот это хворост. Тут береста. Это вот для вечернего огня заготовлено. Осина, что ли, не знаю. Какая-то сухая, в общем. Может, ольха. Ну, лиственная порода. Вот это я только что приволок из оттуда вот, с того места, где упали ветки с сосны. Там еще намного больше. Ну и костерок такой еле теплится. Потеплело. Вон там чайки в воду бросаются. Вот такой вот быт. Спальник сушится. Носки постирал вчера. Или сегодня. Нет, сегодня постирал с утра. Точно. Носки. А завтра буду собирать все. Собирать. И поеду. Куда приеду, неизвестно. В неизвестность поеду, в общем. Но на какое-то новое место.
Вот мой обед. Это печеная картошка. Давно-давно я не пек картошку в костре. Решил запечь. Вот сейчас второй раз за день поем. Ел с утра щуку жареную. И вот сейчас вот решил тоже перекусить. Почти все ветки, за исключением самых толстых, уже сгорели. Сырые сосновые ветки. А вот это вот дело готовится к вечернему костру. Вот это как раз мне хватит вечером пожечь. Это хворост. Вот береста. Лодка вот здесь лежит. А я тут вот лежал днем, отдыхал. Что-то я все еще себя не очень хорошо чувствую. Как простуда какая-то. Носки. О, носки высохли. Это хорошо. Тут без изменений все. Вот такой вот вид. Буду есть эту картошку с солью и растительным маслом. По простоте. Так как я ж простой человек, мне положено простую пищу есть. Вот слушаю радио иранское. Эти батарейки подготовлены, заряжены. Он сейчас работает не от них, потом будет от них работать. У меня два комплекта, вот эти вот, и те, что внутри, 14500 формата, как обычная АА батарейка. Вот здесь вот компот. Ну и вот солнечная батарея еще чуть-чуть заряжает, а время-то уже почти 5 часов. Здесь веревки, пила, спиннинг. Ну и вот тут вот всякое имущество. Перец там есть. Мачете. Мачете очень помогло мне. Порубил им вот эти вот все. По сути, это хорошая замена топору. Лучше, чем топор в таких вот ситуациях. Вот выловлена еще одна щука. Куда она там? Вот она. Но она маленькая. Я уже сегодня одну такую отпустил. И эту надо будет отпустить. Вон она там забилась. Ну ничего. Иди в воду. А в воде, видишь, облака отражаются. Вот так. Вот такая вот красота. Сейчас уже 8 час. Что-то мелкие клюют. Вот мой остров. Вот он. По центру. Вот. Облака, конечно, сегодня великолепные. Солнце. Ну и вот поймались две щуки. Одна причем так билась, что зацепилась крючком воблера мне за рукав. Одной частью за рукав, другой за нее, третий за сачок. Еле-еле снял. Вот какие облака. Может, и НЛО прилетит сегодня, кто его знает. Ну, вчера ничего почти не было. Один какой-то подозрительный огонь был в небе.
Ну, огонек такой, как звездочка, двигался странным образом. Но мне плохо было видно из-за деревьев там. Это не то, что как треугольники я тут видел. Гигантские. Такого ничего не было. Но просто звезды, конечно, видны. Очень хорошие звезды, яркие. Видимо, Венера прям яркая-яркая в воде отражается. Ну, покидаю еще, может, что поймается посерьезней. А таких две я сегодня уже поймал и обе выбросил в воду. Ну, куда ж это маленькие. Грех. Моторщики эти есть. Скоро им прикроют халяву. С 15 числа, говорят, запрещено на моторках. Надеюсь, не будет этих звуков. Из деревни доносится звук дискотеки. Ну, сегодня праздник. 9 мая. Может, завтра потише будет. Как-то немного. Вот я завтра и соберусь и поеду. Ну, какое величие неба. Становится ближе. С каждым днем. Вот внезапная нужда заставила меня высадиться на этот заболоченный берег. Это уже сам остров Хачин. На Хачин я высадился. И здесь бобровая столовая наблюдается. Вот бобры свалили дерево и начали тут кое-где грызть. Вот, тут только чуть-чуть погрызли. А вот здесь они погрызли прилично. Вот как они кору съедают. И ветки отгрызают. И вот там погрызли. Вот их работа. О, как они. В бобровую столовую я высадился. Всю кору сгрызли. То еще удовольствие кору есть. А вот мой остров. Вот где он находится. Там вот вторая стоянка. Вот где-то там вот. А общий вид вот такой. Штиль. Ветра нет. Это вот самое лучшее, потому что хуже нет, когда ветер. Очень красивые камыши, тростники в свете солнца. Вот там где-то в той стороне Щучье озеро. По-моему, здесь вот еще Запольское озеро за водоразделом. Вот здесь вот чуть левее. Везде там был, в этот раз не ходил туда. Раз надо будет обратно выбираться очень мелко, пришлось идти в сапогах. Тут вот можно в любой момент провалиться. Ничего хорошего. Сапоги-то не болотные. В общем, буду сейчас выбираться отсюда. А так, конечно, красиво. Здорово. Поеду на свой остров. Ну, еще сейчас, может, половлю немного так. О, как. Солнце уже заходит. Около 8 вечера сейчас. Тихо стало. Вечером обычно тихо становится. Тут цветы. Такие вот желтенькие. Все хорошо. Поймал сейчас еще одну щуку. Тоже выпустил. Мелких я не забираю.
Зачем они? Картошку поел, нормально. Здесь, видимо, какие-то ручьи были. Уже вода чуть ушла, она, наверное, аж до туда подымалась. Такие здесь места. Болотные места. Ах, передохну, поплыву обратно. Еще выбраться бы отсюда. Ну, как-нибудь. Заходит солнце. И вот такая вот красота. Там вдалеке виден монастырь. Вот он. Нилова пустынь. Люблю я больше всего закат. Восход тоже хорошо, но закат это просто волшебно. Вот это сам основной остров Хачин, где я высаживался. А вот это вот мой остров. Две щуки сегодня пойманы и обе отпущены. Пойду сейчас обратно к себе. Картошку я ел, может еще что поем. Верш сейчас вытащу. Там потроха от здоровой щуки лежали. Протухли уже. Вот надо будет их оттуда вынимать. Неприятное дело. Думал, раки поймаются. Не тут-то было. Вот так вот. Величественно. Тихо, штиль. Было бы так завтра. Но обычно это под вечер устанавливается такая погода. Но вечером плыть мне не очень хорошо. Пока доплыву, там уж темнеет, как я в темноте буду. Надо подумать. Приехал я после длительного плавания с высадкой вон на тот вот берег, потому что нужда заставила. Так бы я, наверное, не стал туда высаживаться, но нужда.
И вот такой красивый закат. Солнце уже зашло, и оно где-то там из-под горизонта подсвечивает это небо. Эх. Вершу я вытащил. Поедет она завтра дальше. Костер практически загас. Угольки были. Но я положил вот эти вот подготовленные бревна. Сразу все разгорелось. Огонь образовался. Не знаю, может, яйца сейчас сварю на костре. Вон еще есть дрова. Немного, конечно, но хватит. Там вот картошка недоеденная есть, компот. В общем, все есть. Пила стоит. Комары куда-то делись. Днем были, а потом, видимо, холодно сейчас. Посмотрим, сколько градусов. А градусов сейчас 10,8 градусов. Чувствуется, что так прохладненько. Печку я не топил, и, возможно, сегодня вообще не буду ее топить, так как жарить мне нечего особо. Холодно реально. Еще на воде, что-то я как-то отсырел, немножко продрог. Вот надо сковороду помыть будет. Водой я замочил, на костре вскипятил, там щука жарилась. Все в чистоте надо содержать. Вот береста. Прям фиолетовые такие оттенки. Конечно, эта камера вряд ли передаст все величие того, что сейчас наблюдается. Спокойствие. Тихо. Штиль абсолютный. Может, чуть-чуть слабый, едва заметный ветерок, потому что вот дым идет все-таки неровно вверх. В какую-то сторону идет. Сюда вот идет. Да, наверное, яйца сварю. Набрал 4 упаковки яиц. Думал, буду каждый день яйца есть. А так вышло, что ел только лишь рыбу и вот картошку. Даже рис, гречку, ничего такого я не варил. Тем более горох. Поем, может, с майонезом. Может, еще как. С майонезом, наверное, скорее, потому что он закрывается. Можно и с маслом. Это не важно. Радио сейчас включу. Побалуюсь. Какие тут развлечения? Рыбная ловля, да радио. В трубу не на кого смотреть. Нету туристов. Странно, вот, кстати, не видел туристов вообще.
Ну, может, еще не сезон, кто знает. Работают все, трудятся, неизвестно. Хотя, может, кто-то и есть, просто в других местах. Не здесь. В общем, вот задача на вечер. Сжечь вот это все. Не такая уж сложная задача. Вот эти я сейчас распилю. Заодно и согреюсь. А то что-то продрог. Плавал там, плавал. 2 щуки поймал и отпустил их. Ну а что, маленькие они. Жалко их. Ну вот, день 9 мая завершается. О, как турки там поют. Завтра собираю вещи и отправляюсь в неизвестность. Что там будет, как. Надеюсь, что погода мне будет благоприятствовать, ветра не будет. Угу. А там посмотрим. Bu milleti 1000 yıllık yürüyüşünden kimse alıkoyamaz. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Все дрова сложил в костер. Холодно. Сейчас 13 градусов. Ну, это, кстати, довольно тепло для ночи. Даже очень. Но все равно какое-то ощущение промозглое есть такое. На приемник нападал пепел из костра. Ну, это не страшно. Вот сейчас попью чаю с конфетками. 2 конфетки, стандартная доза. Прошедшие дни я не ел, кстати, ни конфет, ничего. Сегодня вот впервые. Поел яйца с майонезом. Вот эту картошку доел, которая валялась. Я ее разрубил лопатой случайно, когда доставал из костра. И сама мякоть картофельная в песке была. Ну, я срезал аккуратненько, почистил. Нормально. Надо эти продукты, такие как картошка, капуста, все их надо использовать побыстрее, потому что они тяжелые и быстро портятся. А всякая крупа, она компактная и не портится так просто.
Вон, уже почти половина 12-го. Скоро пойду спать. Встал в 8 часов. То все делал, плавал туда-сюда. Вот какой костер. Мощный костер. Теплый, жаркий, можно даже сказать. Сижу я тут где-то, ну, наверное, почти в 2 метрах от него. И все равно идет жар приличный. Вон какие бревна. Это и сырые сосновые ветки, и сухая лиственная порода. Все вместе. Она просохла, разгорелась. Нормально. То говорят, костерок, костерок. Вот костер. Заканчивается 9 мая 2023 года. День Победы. Видел салют в деревне был, но, видимо, кто-то сам пускал. Потому что не в 22 часа, а в 21:45 он был. Ну и такой не очень мощный. Далеко там, ну, видно было все равно. В общем, попью чаю и пойду спать. Устал сегодня, намаялся. Ну, чувствую уже немножко акклиматизация все-таки происходит. Буду вот завтра собираться. Как соберусь, так и поплыву. Ну, а если ветер сильный будет, конечно, не поплыву никуда. Тут уж ничего не поделаешь. Napływ do Lublina osób z Ukrainy trochę przyspieszył ten proces. Mam wrażenie, że to miało w ogóle szansę udać się i otworzyć właśnie dlatego, że my mieliśmy już taki wstępny plan na to, jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało, a ta sytuacja po prostu tylko zdynamizowała to, że to miejsce istnieje teraz i możemy do niego zapraszać. Sytuacja, z którą się mierzyliśmy, czyli sytuacja wojny, Ну вот, закончился день 9 мая 2023 года. Пожег я костер хорошо. Ну вот сейчас я его разбросал, видно, какие угли. О, какая красота. Раскаленные они, как лава. Пойду спать. Посидел хорошо, послушал радио. Вот это польское радио на длинных волнах. Удивительное дело, ловится на магнитную антенну. Очень чисто, очень четко. Больше ничего там на длинных волнах не ловится сейчас. Жар такой, не подойдешь. Ну, я с помощью лопаты все раскидал. Вот палатка. Комары сегодня, кстати, появились. Возможно, сейчас придется бить комаров внутри. Ну, ничего. Ну, а тут осталось немного дров. Совсем немного. Да кажется, что дров много. На самом деле они быстро сгорают. Ну, жар, конечно, впечатляющий. Смотрел на термометр, смотрю, 15-17 градусов. Ничего себе, думаю, ночь какая теплая. Потом понял, это просто от костра жар идет. Чуть отойдешь в сторонку, куда-нибудь вот туда, к елке, например. Тоже сурово выглядит такая ель.
И тут уже прохладненько. О, как пепел летит. Всякие частицы твердые. Все, уже огня не будет. Почва песчаная, долго будет жар держать. Ну вот рассказывают некоторые такие. Вот развести костер, потом угли убрать и там спать сверху. Ну, настелив лапник там. Я посмотрел на это. Кто-то вот практически пытался это делать. Вот как тут спать? Сваришься? Ну, наверное, какие-то способы есть, раз такое существует рассуждение. Но практически, я думаю, это сделать непросто. Надо знать как. Иначе ничего хорошего не получится. Кстати, звезды некоторые видны, хотя и облачность. Ладно, пойду я спать. Завтра интересный день, перемещение будет. Ну, конечно, если погода позволит. Посмотрим, что выйдет. Elinde sazım, sen göklerde dağ.